Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Уступки Горбачева Западу, о которых предпочитали молчать». СССР распался, и это полностью заслуга Михаила Горбачева. Потому что он очень хотел ликвидировать соцлагерь. Он решил, что пора Советскому Союзу влиться в Европу. Кроме того, именно этот человек не только развалил огромное государство, но и хотел избавиться от лишних территорий ради того, чтобы подружиться с Западом. И это ему в принципе удалось, хоть и не в том масштабе, как задумывалось. Большинство людей не знает историю своей страны. Поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, рекомендую подписаться на YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого, во что они верили, каких успехов достигала Россия и какие ошибки были допущены. Об этом и многом другом на канале «Лекторий Достоевский». Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Восточная Пруссия после войны по решению Потсдамской конференции вошла в состав Советского Союза. Разумеется, немцам эти земли всегда хотелось вернуть назад, да и сама Калининградская область, бывшая раньше Кёнигсбергом, находится несколько поодаль от России. Хотя во времена СССР, когда в его состав входили прибалтийские республики, это особого значения не имело. В 2010 году в немецком журнале «Шпигель», его онлайн-версии, появилась статья о том, что президент СССР собирался продать Германии Калининград еще в 1990 году за 70 миллиардов марок ФРГ. Для Германии эта сумма была вполне подъемной. Если забыть, конечно, что они до самого развала Берлинской стены так и не выплатили полагающиеся репарации СССР после Второй мировой войны. Говорят, что Союз сам отказался от репараций, но суть не в этом. Калининград хотели продать. Но что-то у президента СССР и правительства Германии не сложилось, и, по счастью, Калининградская область осталась в составе России. Кстати, нужно особо отметить, что, по словам Михаила Сергеевича, в его мемуарах подобные переговоры никогда не велись, и власти СССР не проявляли ни инициативы, ни желания отдавать кому-либо Калининград даже за большие деньги. После русско-финской войны 1940 года некоторые территории Финляндии перешли в состав Советского Союза. По самым грубым подсчетам, та часть Карелии, что стала советской, это почти 11% финских земель. Потом, в 1941-1945 годах, сотрудничая и помогая гитлеровской Германии, Финляндия попыталась вернуть земли, которые перешли по репарации к СССР. Интересно, что когда финская армия дошла до старых границ своей страны, то есть тех, что были до 1940-го, то дальнейшее наступление на СССР она прекратила. Видимо, дальше этого интерес финнов не простирался. Но после того, как Германия проиграла, часть Карелии вновь вернулась к Советскому Союзу. Так вот, Горбачев предлагал Финляндии выкупить эту часть Карелии, таким образом заверить дружбу и сотрудничество с СССР. Об этом идет речь в книге бывшего финского министра Сепинена «Как Мауно Коivisto помешал возвращению Карелии». Сделка не состоялась из-за отказа президента Финляндии. Финское правительство не захотело тогда брать на свой баланс новые территории, так как они предполагали серьезную финансовую нагрузку на страну. Правда, уже в правлении Владимира Путина финны попытались вернуться к теме, но теперь уже со стороны России поступил отказ в каком-либо обсуждении этого вопроса. Итак, мы говорили о том, что Горбачев не смог отдать. Однако что-то профукать у него все же получилось. Например, это экономическая зона в 7,7 тысяч квадратных километров территории Берингового моря, совершенно бесплатно переданная США Эдуардом Шеварднадзе, который в то время трудился в качестве советского министра иностранных дел. Еще в 1977 году между американцами и советской властью велись переговоры о том, чтобы Берингово и другие северные моря между СССР и США были поделены на равные части. То есть тогда возникла необходимость четко согласовать линию разграничения.
Но в итоге ничего не решили, а правительство Горбачева постаралось подойти к проблеме креативно и все быстренько порешать, но не в нашу пользу, конечно. По итогам творческой работы Горбачева и Шеварднадзе у Соединенных Штатов оказалось 34 квадратные морские мили, а у СССР только 4600 квадратных миль континентального шельфа. Из-за потери этой акватории в России был нанесен серьезный ущерб в экономике, в частности из-за того, что моряки не смогли больше вести рыбный промысел в акваториях, ставших с тех пор американскими. Вооруженный конфликт на территории, граничащей с Китаем, произошел в 1969 году. До того времени уже случались как мелкие, так и крупные стычки между китайцами и советскими пограничниками. То тут, то там возникали столкновения, и сообщения про них поступали постоянно, счет их шел на тысячи. В итоге все переросло в боевые действия, которые начались ночью с 1 на 2 марта 1969 года. В то время сотни вооруженных солдат китайской армии перебрались на остров Даманский, где находился советский гарнизон. В боях погибли более 400 человек с той и с другой стороны. С тех пор СССР вел переговоры с Китаем по Даманскому острову. И снова Горбачев мигом решил проблему, отдав остров, и не один, за просто так китайцам. Нам не стоит забывать о том, как в 1990 году Китай получил еще порядка 600 островов на реках Амур и Уссури. Кроме того, в ведение Китая было передано 10 квадратных километров территории, которая вообще-то не относилась к речной, была подарена, так сказать, от широты русской души. После войны большая часть Восточной Европы была под контролем СССР. Это и понятно, ведь чтобы добить нацизм, его нужно было держать в узде. Однако после прихода к власти Горбачева эта узда стала потихоньку ослабевать. Джордж Буш еще в 1985 году, когда он еще не был президентом США, при знакомстве с Горбачевым выразил отношение американцев к советскому генсеку. Наша задача не помогать ему, а так действовать в интересах США, чтобы влиять на его политику в нужном нам направлении. То есть, по факту, Горбачевым просто манипулировали. В 1988 году Буш пришел в Белый дом, и его команда, состоявшая из госсекретаря Джеймса Бейкера, помощника по нацбезопасности Брента Скоукрофта, Генри Киссинджера и других, предложила взять курс на реинтеграцию Западной и Восточной Европы, но уже без контроля СССР. Горбачеву предложили это так: не использовать политические и экономические изменения в странах Восточной Европы в ущерб безопасности и интересам Советского Союза. Киссинджер прибыл в Москву в январе 1989 года. Там он провел встречу с Александром Яковлевым, после чего с Горбачевым. Последнему было прямо заявлено, что Буш хочет убедиться, готов ли советский президент отказаться от контроля над Восточной Европой. А Михаил Сергеевич лишь промямлил: надо все обдумать. А еще Киссинджер побывал у Андрея Громыка, бывшего председателя Президиума Верховного Совета СССР, который к тому времени уже был на пенсии. Громыко об этом говорил так: Киссинджера прислали, чтобы провентилировать новые подходы к нам. От нас будут требовать одностороннего разоружения в обмен на мифическую помощь, которая никогда не придет. В общем, все понимали, что все обещания американцев – вранье, но Горбачев упорно шел на это. Самые, наверное, вопиющие уступки Западу Горбачев сделал во время саммита, который состоялся на корабле «Максим Горький» близ острова Мальта. Американцы уже заранее решили, что будут требовать от советского лидера, подготовили документ номер НСР-3, где поставили такие цели. Изменения в СССР, выгодные США, должны быть необратимыми. Перестройка в СССР должна использоваться как рычаг для изменения всей системы. Только США будет решать, допускать или нет Советский Союз в сообщество цивилизованных государств. А последнего, очень хотел Горбачев. В итоге Буш стал требовать, чтобы СССР больше не поддерживал Кубу, отказался от помощи Никарагуа, странам, которые мешали США. Потом обсудили проблему двух Германий. Горбачев вел странные речи, судя по протоколам переговоров. Он вел себя так, будто это от США требовался уход из Европы. Мы не считаем вас больше врагом, времена изменились. Мы хотим, чтобы вы остались в Европе. Для будущего этого континента важно, чтобы вы были здесь. Поэтому не думайте, что мы хотим вашего ухода. То есть, по сути, Михаил Сергеевич умолял американцев не ослаблять своего присутствия в Европе. В общем, уже в феврале 1990-го Бейкер и встретился с Горбачевым в Москве и сказал, что США за объединенную Германию как члена НАТО, а не нейтральную. В свою очередь Шеварднадзе, появившийся в Оттаве на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил, что готов согласиться с отказом от требования об одинаковом уровне войск НАТО и СССР в Европе.
Были и слова о том, что если Восточная Германия так и останется без связи с НАТО, то ее ядерное оружие способно нанести урон всем. К тому же совершенно очевидно, что на этом НАТО прекратит свое дальнейшее продвижение на восток. Опять вранье. Горбачев вообще болтал какую-то ахинею, не высказав ни одной внятной позиции. Американцы решили, что тот, как Герасим, на все согласен, и принялись додавливать советского лидера. В Москву приехал канцлер ФРГ Гельмут Коль, чтобы добиться согласия на вхождение Германии в НАТО, и в 1990 году это состоялось. Еще Горбачева убедили, что ему проще будет просто смотреть на размещение войск США в Европе, якобы те только наблюдают за объединением Германии. Может быть, советский лидер понимал весь масштаб уступок, на которые он шел, но думал, что это компенсируется деньгами, которыми поможет Запад. Однако финансовой помощи Буш отказал. Потом, когда все уже было продано и передано. Это главная ошибка Горбачева. Мотив его политики состоял в том, что в СССР начнется внутренний распад. Последний генсек не смог поднять производительность советской экономики своей перестройкой. Поднять ресурсную базу тоже не удалось. Потому он и решил, что надо брать эти ресурсы за рубежом. Горбачев действовал совершенно иначе, чем Андропов. Тот сначала хотел сделать модернизацию в экономике, чтобы она была конкурентоспособной на мировом рынке, навести порядок в государстве, среди народа, проще говоря, вернуться к сталинским временам, и еще напугать Запад витком холодной войны. Ведь западные страны уже тогда сами переживали кризис. А вот Горбачев все решил иначе и пошел на уступки Западу, которые стоили жизни СССР. Если бы он пошел по дороге, которую протоптали до него предыдущие генсеки Союза, то катастрофа бы не случилась. Но он трусливо капитулировал, боясь еще большей разрухи, которую сам же и начал. Горбачев, в отличие от Андропова, решил, что пугать Запад не надо выгодно продаться. Но решил, что надо продать коммунистическую идею, сам советский строй, от которого все равно надо избавляться, так как он якобы не конкурентоспособен, неэффективен и вообще не сможет продолжать свое существование в новом глобальном мире. А Китай вот до сих пор существует, и ничего. Уступки Западу во всех сферах были для того, чтобы внедриться в европейскую цивилизацию, стать лучше, европеизироваться. Но смысл было ли? На людей тоже оказывалось влияние. Шла пропаганда американской мечты, европейского благополучия, общечеловеческих ценностей, общего европейского дома, мирового сотрудничества и так далее. В противовес ставили дефицит на советском рынке, застой и, как ни странно, стабильность в СССР. Но, по сути, так скрывалась капитуляция Союза в холодной войне с подачи Горбачева и полный грабеж народа в его правлении. Итак, подведем итоги. Что же смог продать Горбачев помимо территорий? Он продал наследие советской власти. То, что делалось годами, приватизировал госимущество, растравил русские национальные меньшинства, разжег межнациональную рознь, полностью разложил советскую верхушку, вел информационную войну. Но не сам, конечно, но делалось с его согласия. Оклеветал всю историю СССР. Именно тогда произошла серия техногенных катастроф на территории СССР. Был ряд аварий типа Чернобыля. Это делалось для того, чтобы деморализовать волю жителей страны. Сворачивались космические программы, страна односторонне разоружалась, из сфер влияния СССР в Европе выводили войска, была сдана Восточная Германия, Союз капитулировал в Афганистане, хотя по сути наша армия одержала победу. Вот такой был Горбачев, и за его поступки до сих пор стыдно и больно. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.